Приветствую всех, кто меня смотрит. Находясь в Порту, а это значит и в Вила-Нова-де-Гая, мы уже посетили дегустационные залы знаменитого на весь мир портвейна. А летом мы уже погуляли по знаменитому мосту Луиша I через реку Доуру и прокатились на фуникулере. Узнали много нового и интересного, и у нас осталось еще пару интересных местечек, о которых также стоит рассказать и которые интересно посетить, находясь в этом замечательном месте. Ну, во-первых, обязательно надо попробовать францезиньо. Это блюдо родом из Порту и представляет собой большой португальский сэндвич. Внутри ветчина, колбасы, сосиски, жареное мясо. Все это вместе и слоями. И покрыто плавленым сыром с пряностями под томатным или пивным соусом. Подается обычно с картофелем фри. И пока мы выбирали, где именно покушать францезинью, и выбрали вот такой вот красивый ресторанчик со звучным названием Санчо Пансо, оказалось, что обеды уже не подают, а до ужина еще долго ждать. В такое время надо искать небольшие закусочные, и нам посоветовали Меркадо Бейра Рио, что значит прибрежный рынок. Он работает с 1937 года, и сейчас, кроме свежих продуктов, здесь еще находятся рестораны, закусочные, кафе, мороженое. И прямо в центре вот такая пивная. Здесь прямо на ваших глазах приготовят блюда из морепродуктов или из мяса. При этом цены удивляют своей демократичностью. Все быстро, вкусно и недорого. У нас цель францезинья, и вот она, свежеприготовленная. Однажды Даниэль Давид де Сильва, вернувшийся из Франции иммигрант, попытался приспособить крок-месье к португальскому вкусу и приготовил первую францезинью с местным мясом и со своим особенным соусом. Блюдо быстро стало популярным и стало ассоциироваться с Порто, хотя его можно найти и в других городах Португалии. Вот они, мясные слои. Если честно, то не в моем вкусе вот так вот все смешивать. Стейк, сосиски, ветчину. Но раз местная достопримечательность, то надо пробовать. А вход сюда только по QR-кодам сейчас. Вот такой он исторический рынок на берегу реки Доуру. Уже стемнело на улице, и эта самая река смотрится таинственно-величественной. И пройдя еще немного вдоль берега по таким вот интересно оформленным улочкам и встречая местных котов, мы попадаем к этому красивому зданию Casa Portuguesa Pastel de Bacalhau, португальский дом национального блюда из трески. Заходим внутрь и видим огромное пространство с множеством книг на стенах, красивая витиеватая лестница, ведущая на второй этаж, и опять почему-то приходит ассоциация с Гарри Поттером, как и большой дом в парке Калдеш де Раинья. Эхом разносится органная музыка по этому красивому яркому помещению. И прямо при нас готовят знаменитое национальное блюдо паштел де бакаляу. Это нежная котлетка из трески с сыром сера внутри. К ней для дегустации прилагается бокал прекрасного портвейна. В кассе оплачиваем дегустацию и получаем рыбно-сырный пирожок с бокалом великолепного портвейна. И теперь можно подняться наверх и на мягком диванчике насладиться этим национальным блюдом под прекрасную органную музыку. Кстати, этот старинный орган остался один такой во всей Португалии и один из немногих в мире.
И люди сюда приходят часто просто послушать музыку в приятной обстановке. Вход ведь бесплатный. Портвейн, конечно же, прекрасен. А паштел де бакаляу, как и положено, хрустящий снаружи и мягкий и кремообразный внутри. Все очень вкусно, но, скажем честно, цена очень сильно завышена. 4 евро за паштел и 5 евро портвейн. Но критиковать не стоит, ведь это не уличное кафе, это бренд Casa Portuguesa, который открылся в 2015 году в столице Португалии, а сейчас у него 9 точек локаций по стране. Но именно здесь еще прилагается бесплатный концерт на старинном органе. Фирменный винный бокал можно оставлять себе на память и слушать концерт сколько захочешь. Это замечательное атмосферное место для желающих познакомиться поближе с культурой Португалии. А сейчас мы проходим по ночной набережной реки Доуру, чтобы по красиво освещенному мосту перейти на сторону Порту. И по дороге слышим музыкальный перезвон колоколов. Прямо на улице стоит вот такой вагончик или повозка, не знаю, как назвать это огромное чудо с колоколами. А вокруг стоят и сидят, где только можно, зрители. Такой вот бесплатный концерт мы увидели на стороне Вилла Нова де Гая. И сейчас мы уже находимся на другой стороне реки, это город Порту. И мы подходим к красивой елке на главной площади этого прекрасного города. После годового перерыва из-за пандемии в Порту снова появилась рождественская елка перед зданием ратуши высотой 34 метра. Полюбовавшись на эту красоту, мы успеваем посетить еще одно интересное место в городе Порту – Капелла ин Комум. Вот это необычное место. Когда-то это было заброшенной старой часовней, а сейчас это уютный и романтичный бар, очень популярное место среди туристов. Внутри мест не так много оказалось, и сначала мы ждали за уличным столиком. Здесь представлен большой ассортимент вина, пива и различные закуски из португальских сыров и мясных изделий. А когда освободилось место внутри, нас пересадили, и наш столик оказался прямо на подмосте у бывшего алтаря в окружении богатой резьбы. Это один из самых уникальных и атмосферных баров Порту. Религию здесь приплетать не стоит, так как здание давно брошено и просто рассыпалось от старости, а сейчас оно получило вторую жизнь. Чувство верующих ничто не оскорбляет, просто внутренний дизайн напоминает нам о прошлой жизни этой постройки, очень необычно и атмосферно. Современный интерьер переплетается с еще уловимыми церковными чертами, что делает это место очень романтичным и умиротворенным. Поэтому-то здесь свободных столиков практически и не бывает. Такой вот интересный бар в бывшей часовне. Очень интересно было провести здесь время, хорошее окончание дня. И в заключение мы пройдемся еще новогодними улицами Вилла Нова де Гая на другом берегу реки Дору. А я прощаюсь с вами, всем всего хорошего и до встречи в новых интересных местах. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where
I've come to realize that I can see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too.